Здравствуйте еще раз. Тема моего сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, управление экстремальными задачами. В данной теме я показываю, каким образом человек, который ставит задачу именно какого-то быстрого или там сверхбыстрого управления, что тоже относится, в общем-то, к системе экстремального управления, например, или же он решает действительно реальную какую-то экстремальную задачу, которая складывается либо вообще во внешней среде, или, например, в отношении конкретного человека, там, его лично, например, как он должен совершать управление с точки зрения, в первую очередь, именно долгосрочной перспективы действия. Потому что в данном управлении основной задачей является четкое отслеживание стратегического уровня управления, когда вы, видя, например, стратегический план, то есть именно долгосрочный план управления, также и в случае управления экстремальными задачами находитесь в состоянии, ну, например, там, какого-то спокойного управления. Вот здесь вот важно выводить уровень именно спокойного управления фактически ближе к физическому телу. То есть здесь получается, что надо уметь, в общем-то, распределять свет управления таким образом, чтобы свет, который вы, например, считаете, что это свет отдаленной прогностики, где благоприятно сложные события, этот свет надо перевести ближе к себе, к физическому телу. Тогда получается, что в данной системе координат нужно определить, на самом деле, в первую очередь, месторасположение физического тела в информации. И тогда получается, что вот именно координата физического тела — это есть уровень, который фактически обуславливает дальнейшие действия вот в этом управлении. И координата находится именно как одна координата. Например, как вот делает Бог, да, в управлении. Он же исходит из себя, то есть из своей системы действия, а значит, он работает фактически как бы от одной координаты. То есть у него нет других мер, так скажем, да. И если мы говорим о там, двумерном, трехмерном процессе, многомерном, то для Бога любой процесс — это есть процесс изначальный, там, микроуровень, сверхбыстрой скорости. И получается, что здесь надо именно одномерность, то есть и даже, в общем-то, точный уровень источника считать единственной координатой. То есть в сверхбыстром или экстремальном управлении необходимо, чтобы вот эта координата, единственная координата, перерастала в бесконечное действие. Тогда получается, что вы имеете действительно достаточно корректный путь управления, исходящий из того, как делает Бог, из одной координаты, значит, да, лично Бога, начального уровня действия Бога, где Он и самоорганизовался, и одновременно, да, реализовал весь мир, то есть однокоординатное действие, переходящее в бесконечное действие, вы получаете реализацию такого управления. То есть фактически, если это касается вас, это стабилизация некой ситуации, где вы можете совершенно спокойно, ну, там, затратив какое-то время, выводить уже следующий уровень управления. Например, такая система управления, она полезна, видимо, в ситуациях, когда нужно срочно помочь человеку, да, или там нужно, чтобы вы осуществили помощь себе. Но здесь существует такой нюанс. Либо как бы экстремальная задача, она реальная, например, да, с точки зрения информации, либо это просто признак экстремальной ситуации. Здесь надо уметь дифференцировать, в чем есть признаковость, зачем вам нужно оценивать ситуацию как, например, экстремальную. То есть, возможно, вдруг она не экстремальная. Вот здесь тоже важный момент управления, связанный с тем, что как вообще вот это понятие экстремума некого, да, некой напряженности дифференцировать с точки зрения человека, который, ну, как бы имеет какие-то проблемы, или они у него могут там начинаться теоретически, как вот продифференцировать, что он, тот человек, например, да, может о себе так считать, что он попадает в экстремальную ситуацию. Просто может быть так, что это просто его как бы мысль, а реально у него все достаточно благополучно, да, так скажем, с точки зрения управления. И вот здесь вот в экстремальном управлении важно сделать так, чтобы задача, которая соответствует вот именно экстремальным условиям, она бы была больше как задача
где есть минимизация вообще состояния. То есть желательно, чтобы существовал уровень, который говорит о том, что вот данный уровень или там данное состояние, оно не является экстремальным в большом, что ли, смысле этого слова, то есть что состояние достаточно быстро приходит в норму, если вы этим как бы только позанимаетесь немного, да, чуть-чуть. То есть вы начинаете менять структуру времени, форму времени, меняете смысл управления как бы один на другой, более как бы простой. То есть смена управления на более простые системы — это достаточно эффективный путь вот в этой системе управления. То есть надо постоянно находить в информации, что облегчает задачу, то есть что делает следующее действие более простым. То есть фактически вы выбираете в информации из всех возможных вариантов вариант более, что ли, благополучный и который все время улучшает ситуацию. А со стороны это напоминает некое такое искусственное действие, что человек берет и там как бы сам себе же придумывает какие-то более легкие ситуации, сам же по ним и двигается. В принципе, так и есть действительно. То есть это в данном случае это есть управление, то есть некая искусственность, да, в кавычках, этого действия, это есть то, что является управлением в данном случае. Потому что вы же в любом случае должны выйти из экстремального уровня, а значит, вы должны сначала построить управление более оптимально, а потом выходить, да, как бы по этому пути. А вот пока, если строить управление, вам и так понятно, что есть норма. То есть поэтому получается, что понятие «строить» здесь как бы заменяется структурой существующих решений, ну, более облегченных, да? И как бы поэтому получается, что человек двигается среди неких светооптических уровней, которые как бы издалека обозначают на уровне информации некое следующее действие, ну, более простое. И здесь существует еще такой нюанс, что должен во всех этих ситуациях существовать фактически однозначно уровень, который говорит о том, что существует область, которая совершенно четко проявлена как область, где действительно все нормально. То есть вот эта область, она должна существовать как бы безусловно в управлении. Потому что в системе экстремального управления эта область должна постоянно восприниматься. То есть в любом уровне управления эта область фактически является областью, которая как бы и создается, но она существует как бы в любой системе информации. Ну, например, там есть некий там клубок информации, который человек воспринимает как систему, например, действия, и в этом клубке информации вот эта область все время на каком-то уровне светит либо на один параметр человека, например, на душу человека, да, либо на дух человека, либо на физическое тело. И вот именно разница, то есть переход с какого уровня на какой светит эта информация, это и есть структура, в общем-то, времени, именно того времени, которое направлено только в лучшее развитие для человека. Вот как только, это вот, кстати, крайне важный такой метод в этом управлении, что важно очень четко на уровне управления дифференцировать свет вот этого оптимального, более благоприятного уровня, он откуда исходит, во-первых, примерно хотя бы геометрически, понимать, да? Как правило, это проекция со стороны сердца в сторону внешнего пространства, ну, где-то в определенной степени как бы ведущим уровнем является сердце человека. А когда вы, например, получаете этот цвет, то вообще говоря, здесь главное увидеть, на что конкретно свет светит этот. Душу вашу, например, дух, сознание или физическое тело. И периодически, как правило, душа, затем структура подвижного, то есть именно такого достаточно интенсивного по динамичности духа, то есть такое рассеянное свечение, и обязательно физическое тело. То есть как бы здесь постоянно идет некая ротация освещенности. И вот этот вот уровень перемены в оптике, вот на что конкретно светит вот эта вот система оптимизации, да, так скажем, с точки зрения оптики, это и есть уровень, который обеспечивает вам практически, ну, как бы, точную гарантию, что вы
будете все время развиваться в лучшую сторону. То есть время в данном контексте управления — это всегда позитивно для вас время. Ведь в системе экстремального управления очень важно выработать точное знание того, что каждый элемент времени приносит более позитивную структуру каждый следующий раз. И поэтому получается, что нам здесь важно время определить как систему однозначного развития в лучшую сторону. И поэтому мы можем очень четко здесь подходить с точки зрения как бы ресурса той или иной системы. Например, душа в этом действии имеет некий, так назовем, ресурс, хотя на самом деле это просто действие души в данном случае. Дух накапливает как бы самостоятельный, независимая система, определенный ресурс, и где-то реализовывает данный ресурс, например, в следующем уровне управления. Тело имеет тоже ресурс и так далее. И мы как бы постоянно обрабатываем, снимаем уже наработанную информацию с каждого из ресурсов. Пока мы доходим до физического тела, душа опять накопила, управление. Вот есть такой принцип, там, что-то, скажем, известно в природе, некие исследования говорят о том, что там дельфины думают там, то одним полушарием, то другим и так далее. То есть получается, что мы вот эту вот ресурсосберегающую систему используем и в таком управлении, потому что здесь вот это вот оптическое, так называемое, пролонгированное в позитивное будущее свечение, это есть некий уровень знания, вот как Бог делает, Он дает знания, которые позволяют преодолевать какие-то обстоятельства. В данном случае эти знания даны в виде света. И свет, взаимодействуя со светом, дает некую такую корреляцию, то есть приходящий свет получает в отражении тот же самый цвет. Даже, видимо, и цветом часто совпадает. Здесь важно видеть совпадение даже цветов, но это на уже следующем уровне, когда устойчивость более высокая. И когда вы в таком уровне управляете, то, в принципе, здесь становится достаточно понятным, что для человека, вообще говоря, понятие, настолько что ли, негативной ситуации, что он не может управлять, вообще не существует. То есть здесь в любом случае всегда существует действие, позволяющее путем какого-то перевода, управления, перебора ситуации, всегда находить управляющий уровень. И получается, что вот этот свет, главное, чтобы он был достаточно четкий изначально, а потом он может быть там размытый, отдаленный. Но вы должны всеми уровнями уже личности видеть, чувствовать, как бы осознавать, что этот цвет именно хорошего прогностического будущего, он обязательно реализовывается, даже если вы, например, в данный момент на него не обращаете внимания. То есть вам надо это знать. И вот здесь вот перевод вот этого уровня как бы на уровень знания, когда вы можете не обращать внимания на этот цвет, но вы знаете, что происходит улучшение, происходит, например, действие по улучшению, то получается знание это структура, которая фактически, в общем-то, как бы работает как уровень ваших собственных действий. То есть ваше знание работает как ваше действие. Сохраненное на каком-то расстоянии от вас знание, то, о котором я сказал, начинает работать как бы за вас. Хотя это элемент, в общем-то, сознания именно ваше, поэтому нельзя сказать, что это разделенная система. Но вы работаете с собой со стороны внешней среды. И вот если посмотреть, как Бог обеспечивает, например, вечность своего развития, или там вечность физического тела, здесь получается, что Он работает в том числе и с внешней средой, но с внутренней, понятно, Он и так все знает. А вот как для Бога, который все знает, суметь создать тебе вообще элемент знания? Что вообще для Бога есть знание, например, если с точки зрения человека рассуждать, есть, например, некая новизна, что является знанием, есть повторяющийся процесс о неких известных понятиях, старых, скажем, явлениях, они тоже можно называются знаниями и так далее. Так вот, квинтэссенцией знания для Бога, получается, является то, что Бог думает о себе в данный момент и о других одновременно. То есть его мысль, сформулированная как бы в микроуровне и переданная на личностном плане, именно человеческом плане. То есть для Бога знание, получается, это умение передать, то есть
это сама передача знаний. То есть знание как таковое. Когда это знание где-то используется, попадает другими и осознается. Ведь для Бога это понятийная система, знание — это понятие. Он должен всегда работать на уровне чистой, да, как бы категории. И получается, что, исходя из этого, с точки зрения человека, именно передача некой нейтральной информации во внешнюю среду, то есть знание того, что там он в стратегии имеет оптимальный уровень, да, он может сейчас даже там не помнит, например, не то, что не помнит, не обращает на это внимания, но при этом эти знания постоянно формируют внешнюю позитивную реальность. Так, кстати, как и делает Бог. Знание о бесконечном мире все время реализовывает именно сам мир бесконечный. Бог что думает, то у него и происходит. И получается, что, исходя из этого, мы имеем достаточно конкретную категорию развития именно в управлении экстремальными задачами, что нам нужно в любой перечень задач, который существует, ну, может даже не экстремальный, значит, в данном случае все-таки больше управление именно экстремальными задачами. А когда мы говорим об обычных фоновых задачах, то мы должны просто-навсего вкладывать смысл просто, ну, как бы вечного, бесконечного развития в любую структуру. И вот, исходя из этого, если мы имеем множество вот свечений с любых задач, то можем прийти к такой мысли, что ведь в принципе мир, ну, это многосложная система, и, например, как сказать, что какая-то, предположим, задача является экстремальной, да, какая-то не экстремальной. По большому счету весь мир держится на определенном уровне коллективного сознания, и в том числе сознание Бога включено туда, и получается, что вот работа простая, как бы фоновая, да, в обычной ситуации, она часто такая же, вот, технологически, она с таким же уровнем ответственности, как, например, работа в экстремальном уровне. То есть вот на уровне как бы отдаленной градации реальности массивы такие вот, ну, как бы света, вот, которые означают фундаментальную информацию мира, концентрацию событий, эти массивы примерно одинаковые. Потому что часто люди встречают ситуацию, что какие бы ситуации сложные не были у человека, он все равно вот отдаленные перспективы видит примерно на одном и том же уровне. И вот здесь возникает некий как бы парадокс, что нужно внешнюю структуру мира, ну, желательно тоже быстро менять, да, чтобы структура была сложена, а внешний мир, он достаточно инертный в этом случае, такой же, как в обычном управлении. С другой стороны, это правильно, то есть стабилизация внешнего управления дает вам силу, и вы делаете управление синхронное, то есть увеличиваете. То есть внешний мир, он как бы не меняется. Вот если посмотреть, как Бог создал себя самого, то получается, что Он сделал так, что есть позиции лично Его, да, лично Он сам, Он не меняется в отдаленном бесконечном развитии. И поэтому Он еще и точно знает, что имеет вечное развитие. То есть вот структура внешней реальности, которая не меняется, это, с одной стороны, ну, может быть, в экстремальной ситуации может как бы логически человека удивлять, что почему так вот нужно предпринимать быстрые действия, а все как течет, так и течет, да? Значит, как вообще, в чем справедливость мира, да? Вопрос справедливости встает тогда. Значит, почему мир, например, быстро не видоизменится в лучшую сторону для того, чтобы экстремальная ситуация, например, сразу взяла и исчезла. А мир там обладает свойством инертности. Он, как, например, тек, развивался, так он, в общем-то, и течет на уровне восприятия. И когда вы начинаете, ну, понятие течь, имеется в виду движение информативных оптических каких-то сегментов, и как вот некий лайнер там, а основной массив информации, он обладает при диагностике одними и теми же характеристиками. Это я называю неизменность как бы внешней формы. Так вот, чтобы создать динамическую форму развития мира, обязательно должна быть хотя бы одна неизменная форма. Потому что если есть хоть что-то неизменное, мы можем проследить динамику. Если все меняется, то мы находимся в неопределенной системе координат. И получается, что вот эта вот фиксация, прежде всего, человека — это физическое тело. То есть это устойчивая статичная система, которая говорит о том, что есть устойчивый уровень.
И вот здесь вот уровень там вспоминания физического тела, например, когда человек вспоминает, да, более раннее оптимальное состояние, или же видение вперед, то есть два параметра, они создают текущее состояние физического тела. То есть, по большому счету, если считать, что весь мир держится на каких-то все-таки тоже часто экстремальных ситуациях, то получается, что именно проекция двух неизменяемых, да, как бы систем из прошлого, в том числе бесконечного прошлого, и из будущего, где проявлено именно физическое тело человека, создают устойчивую картину или устойчивое реальное физическое тело сейчас. Значит, вывод следующий, что тело человека строится из своих же собственных ресурсов с точки зрения пространства и времени. То есть человек сам себя строит из своего же собственного тела. И если мы, например, начинаем анализировать, как тогда происходит вот развитие тела, как вообще он растет, да, где переток вот этих микроэлементов происходит, то мы можем очень четко отследить параметры роста человека. Есть тело бесконечного будущего, есть, например, вот этот переток с точки зрения более маленького физического состояния в более там большое, да, и вот этот фотонный свет перетока говорит о том, что в принципе в мире, вот если проследить информацию, относящуюся к телу, перемещается, есть такие уровни, перемещается только, например, свет, который касается физического тела. Собственно говоря, по большому счету это есть перемещение физического тела на уровне информации. Вот, например, человек прошелся там просто на физическом теле куда-то в магазин, да, вот один объем информации. А когда он растет, вот, то, что касается этой информации, это переток из будущего, и постоянно как бы идет добавление к его росту, да? А значит, в будущем он имеет конкретную величину. Но когда он получает этот фотонный пучок, как бы, ну, это как некий такой, в общем-то, как выглядит как калейдоскоп, такой, знаете, как получается некие оттенки цвета видны там и так далее, и больше не видит там пучка выглядит. Иногда бывают пучки, а иногда просто переток света, вот как течет жидкость там в шланге. То есть надо вот здесь подразумевает оптику еще чувствовать на уровне, в общем-то, так, как бы, ну, неких моделей перетока света. То есть свет течет как вода в этом случае. И когда, ну, некие как бы водяные, что ли, ну, в кавычках, да, назовем свойства света, на самом деле законы движения ближе к плотной жидкости. Значит, когда вот такие законы начинают прослеживаться, мы начинаем видеть, как, в каком месте и пространстве там растут там внутренние органы человека, как идет переток от одной системы в другую, да. И здесь возникает вопрос. Вот мы получили из будущего, да, какое-то количество информации в виде света, тело начинает расти, у ребенка имеется в виду. То, что касается прошлых систем, это тоже как бы объявленная там структура по физическому телу, и там уже уровень, который пройден, то есть он стабилизирован. Так вот, когда мы таким образом смотрим на светооптическую модель, вообще говоря, человека, да, с точки зрения статики прошлого элемента, динамики будущего, системы перетоков этих фотонов, то мы видим, что тело на самом деле всегда может занять позицию, значит, при которой вот этот, вот, как я сказал, светящийся центр, который дает точные прогнозы на будущее, благоприятное, значит, что при этом этот центр всегда находится, например, в одном и том же месте. То есть он не двигается и означает для человека всегда благоприятное развитие. То есть фактически тело, меняя там в информации форму, ведь если мы знаем, что тело организовывается из самого же физического тела путем перетока, а свет, он преодолевает препятствия достаточно хорошо, то любое препятствие, включая экстремальную ситуацию для тела или там, для других людей, мы можем просто поставить не к уровню тела, ведь что такое есть работа в информации? Это есть некие признаки, вот, там, предположим,
некое состояние, да, либо оно псевдосостояние, то есть у человека нет проблем, но он, например, считает, что нужно что-то предпринять, или реальное состояние. И все эти состояния ищут как бы человека, да, в информации. А когда вы меняете структуру физического тела на структуру более общего развития, да, информативного, то информативный контекст от поисковой системы некого негативного события попадает в фотонный пучок. А фотонный пучок может обойти негатив. Вот и все. Потому что вы можете переправить свечение, которое идет на физическое тело там, в будущем, взять этот луч, просто направить на пучок и все. А пучок, он обладает признаками нейтральности. И вот чем больше вы создаете нейтральный уровень излучения как бы от себя, тем более устойчивая позиция вашего, например, там, физического тела. И при этом данные системы распространяются, конечно, на любые другие действия. Например, там, у вас сложная ситуация в будущем, или теоретически, или практически, вы можете догадываться, да, то здесь можно построить опять систему перетоков оптических. Значит, из известного прошлого, что в этой системе понятно. Например, если даже вы вспоминаете, вот когда вы принимаете решение, то часто вы начинаете анализировать в сложных ситуациях, раньше эта система срабатывала или, например, нет, да, насколько она была эффективной. Если она срабатывала, вы стараетесь, например, делать так же. Но ведь как выглядит вообще смысл этого события, что есть некая матрица, которая заложена в прошлом событии. Вы берете свет, просто перекачиваете в эту структуру и начинаете принимать решения. Может быть точно такое или там примерно такое, но вы фактически организовываете переток фотонных вот этих элементов сюда. То есть вы события объективизируете, делаете подобным, да, с точки зрения там, безопасности и так далее. И когда вот этот пучок перешел как бы в структуру принятия решений, потом вы берете и перебрасываете в реальные события. То есть вы работаете фактически светом прошлого события в этом случае. А значит, получается, что вы, не трогая само событие, работаете чем-то другим. Как вот делает Бог, как вообще он строит какую-то систему реальности, например. Он же не может взять там от какой-то там фотоночка разорвать, например, он все создает сам. Как вообще он создает? Получается, что он ставит целью развития просто познания и делает так, чтобы все было проявлено, ярко, да, выглядело для внешнего наблюдения. И вот чтобы минимизировать систему управления, то есть сделать ее более оптимальной, ее нужно делать очень выпуклой для внешнего наблюдения. Тогда получается, что вы как бы практически делаете так, как делает Бог, то есть даете образование одновременно. Где-то внутри, на уровне там, собственного пути, вы все время вот эту мысль реализовываете, что все, что вы делаете, вы передаете в виде знаний всему миру, именно система макроспасения. Вот почему макроспасение — это есть путь, который является технологией конкретно. В данном случае это конкретная технология. Это позволяет человеку практически получать, ну, в общем так, скажем, конкретную технологическую линию в действии. И тогда он получает вот эту так называемую выпуклость, то есть то, что ваша информация познаваема для других, ваш личный опыт, позволяет вам не просто там решать вопрос, да, а где-то на уровне какой-то из мыслей, на уровне там контроля мышления, на уровне того, что вы имеете в виду, вы еще думаете, что вот, преодолев ситуацию, вы этот опыт передаете другим. И вот это вот открывает очень мощное, достаточно структурное как бы развитие. И, как правило, в этом случае очень быстро решается вопрос. Это если речь, конечно, идет о вас, например, да? А если речь идет о другом человеке, в принципе, это то же самое, просто надо стараться тогда просто объективизацию вот опыта, что ли, вашего, как вы сделали помощь данному человеку, сделать просто системой управления. А в случае с вами управление упрощается, потому что вы можете показать какие-то отдельные области, а все другое понятно, что известно. Но в данном случае как раз таки я говорю, что можно это проделать модельно, то есть управление для того и дело, чтобы не попадать в экстремальные ситуации. Но в принципе это можно сделать на каком-то модельном уровне. Например,
посчитать, что вот какое-то состояние человека, оно может быть, ну, каким-то необычным, да? А это необычное состояние, возможно, обладает экстремальной функцией. Хотя при этом может себя там нормально чувствовать, там, например, и вообще это нормальное состояние человека. А необычность в чем может заключаться? Ну, у некоторых людей возникает сенсорное там, восприятие, возникает возможность видеть там, пространство-время на большом расстоянии, это необычно. И получается, что ну, в рамках там, моего учения человек должен освоить столько, сколько ему нужно для вечного развития. Значит, он должен, в том числе управляющее сновидение, познать, насколько это необходимо. А это уже все-таки тоже некая необычность, и надо дифференцировать состояние. Как правило, человек в начальном уровне на всякий случай может признавать состояние таким, ну, к которому нужно применить, например, уровень экстремального управления, потому что он не может быть, сразу, ну не все, по крайней мере, сразу могут точно знать, что происходит при неких необычных условиях. Поэтому к плану экстремального управления вводится и уровень, ну, как бы начального познания, когда человек еще не привык к какой-то ситуации, не привык к какому-то состоянию там, восприятия, например, да? А потом, когда он начинает привыкать, да, что можно видеть там, на расстоянии, можно иметь управляемое сновидение, это нормально, постепенно он привыкает, вот тогда уже задача экстремального управления, она, в принципе, здесь никак не проявляется, это уже идет дальше обычное управление. Поэтому экстремальное управление, это не обязательно, что это именно что-то обязательно негативное, это просто ну, некий экстрем, быстрота, то есть это возможность принять сначала быстрое, ну, именно на логике такое решение, а потом уже думать дальше. Да? Сначала надо предпринять все возможное, что соответствует выравниванию, как бы в более известные параметры, а потом думать, хорошее это состояние, в чем корректировать нужно действие и так далее. А в случаях, когда речь идет о каких-то реальных экстремальных условиях, которые возможны достаточно близко к человеку по времени, пространству, то здесь лучше достаточно конкретно делать управление, чтобы эти условия не произошли. То есть, если мы говорим о как бы личном, что ли, опыте или действии в экстремальных ситуациях, то лучше однозначно, в общем-то, оставаться на уровне модельных действий, как бы теоретических или гипотетических, что вы делаете в случае, если вы считаете, что экстремальное состояние связано с тем-то, с тем-то. Именно надо вот в словесной фазе проводить такую систему управления, говорить, что не то, что там экстремально, а вот, например, если бы там это было экстремальное состояние, то тогда то-то, то-то. То есть это как бы, в общем-то, обеспечить некий полис защиты, что ли, информации через словесную фазу управления, где вы, во-первых, не притягиваете там ненужную вам отрицательную информацию, а во-вторых, вы, в общем-то, отработав 1-2 раза в модельном уровне, на уровне системы познания этот вопрос решаете, то есть вы не попадаете в экстремальную ситуацию. Здесь важно отметить, что в коллективном сознании есть понятие, например, там, решения какого-то вопроса, но именно с точки зрения там, каких-то общих категорий. Да? Но здесь ведь если существуют в виде категорий какие-то негативные ситуации, не значит, что они обязательно должны у всех происходить. И вот понятие учиться на каких-то ошибках, там, на негативизме, я считаю, в управлении должно быть все-таки исключено это понятие. По возможности человек не должен допускать ошибок. Значит, он должен просто двигаться, например, в сторону вечного развития. И все, да, он должен обеспечивать себе вечное развитие. А значит, если он там сам себе придумывает ошибки или изучает ошибки других, это можно долго очень изучать, а третий уровень будет совсем другой, там, где никаких предшествующих ошибок никогда не проявлялось. И в чем вообще понятие ошибки? Ведь, возможно, это есть действие души, где душа определяла определенный свой путь, да, например, это всегда требует анализа. Поэтому понятие ошибки достаточно тоже условной категории. И поэтому лучше ошибок не совершать, то есть лучше развиваться в сторону вечного развития, именно отслеживая событийную картину этой вечности. А вот здесь вот как раз-таки уровень модельных решений, так называемых информативных состояний, это достаточно хорошая система, как бы тренинговая даже во многом, которая
позволяет обойти реальный экстремум, да? И не потому, что там это какая-то проблема для управленцев, кто, по крайней мере, там, ну, ставит задачу, скажем так, интегрированного управления и макроспасения, и там частной задачи. Как правило, реальные экстремальные ситуации обойти не очень бывает сложно. Значит, другой вопрос, что здесь именно задача познания, где человек должен все равно знать, как их обходить, эти ситуации. Значит, а чтобы, получается, иметь некий опыт, он должен обязательно, я называю модельным, то есть как бы построена искусственным образом, то есть та ситуация, когда не оказывает никакого влияния там, на человека, да, она не ухудшает здоровье, там, никаким образом она его не затрагивает, но при этом он берет и как бы за счет первичного уровня анализа состояния, там, скажем, информации, считает, что на всякий случай бы надо проработать, а вдруг это экстремальная ситуация. И вот здесь начинает набираться опыт, когда негативного события не происходит, а комплексное управление по отражению возможного там негативного уровня увеличивается, не затрагивая при этом суть процесса. То есть человек не входит в модельный уровень, то есть он не реализовывает отрицательность какой-то ситуации для себя. Потому что ведь человек все равно должен набирать опыт в развитии, значит, а при этом он, например, не должен страдать, там, он не должен как бы опыт набирать за счет каких-то там ошибок и так далее. Значит, и при этом, если мы, например, говорим о том, что ну, рассмотрим там бесконечную какую-то реальность, какие-то вот системы управления таким образом, что там ожидаем какой-то экстремум, там, например, там некая комета, мы же должны понимать, что значит, именно планируемое мероприятие человека должно быть такое, что он на всякий случай анализирует, что может произойти, да, например. И получается, что здесь все равно работает некое экстремальное управление, долгосрочное и так далее. Или там просто анализ каких-то ситуаций. Там. Это все равно вход в определенный уровень преодоления экстремума. Или конкретный человек, или там он помогает другим людям. И получается, что вот эта система экстремального управления, с одной стороны, фиксировать в коллективном сознании эту работу, ну, как бы нецелесообразно лишний раз, по крайней мере, чтобы не создавать прецедентов развития этой формы информации, именно негативной, возможно. А с другой стороны, человек должен четко знать на уровне логики все, что можно просчитать, он должен уметь просчитать. Он должен создавать именно какие-то логические условия работы. И здесь вот эта вот система именно управления экстремальными задачами, она достаточно эффективно помогает создать системное устойчивое управление, при этом не попадая в какие-то там ситуации, не делая, например, там ошибок и так далее. Потому что в условиях управления там делать ошибки — это трата времени, и в принципе дело даже, опять же, не в том, понятие ошибки для каждого оно часто тоже разное. И действия души тоже различные, разный уровень осмысления вот, того, ошибка ли это, или это сделано для какой-то более долгой, ну, что ли, системы управления. Именно здесь надо выявить какую-то такую долгосрочную, что ли, систему возможного вот именно импульсного действия. Такого плана, что этот импульс приходит к вам назад, и, возможно, вам наоборот эта ситуация была, например, когда-то нужна, да? Тогда получается, является ли это ошибкой или нет, это уже просто философский такой анализ. И получается, что здесь важно просто отслеживать норму событий. То есть сначала нужно делать, а потом уже можно критериально говорить, что отнести это на какое-то время к ошибке или не отнести какое-то действие. И получается, что ну, можно и так сказать, что вот с точки зрения такой-то модели на такое-то время это может стать ошибкой, да, какое-то действие. А с точки зрения отдаленной перспективы, наоборот, это, например, хорошо. И получается, что если мы
начинаем анализировать вот в понятийных системах, что нужно сделать, вот, то вот здесь вот в системе именно управления экстремальными задачами, или назовем так, в том числе и в системе экстремального управления, здесь важно четко понимать, что мы должны иметь пространство, где ошибок вообще нет, то есть они исключены. И получается, что мы, чтобы исключить структуру ошибки, мы не должны менять мнение, да, не должны менять позиции. И поэтому вот свет, например, души, который светит, например, к вам же, вот из этой точки обобщенной, свет духа при приближении к этой точке становится вами же, то есть вы видите просто себя по обычному виде, в цельной личности, то есть как Бог создавал человека, можно проследить вот на этом примере. Исходя из себя, он шел до уровня максимальной концентрации внешней реальности и получал, в принципе, себя же. Там, то есть второй сигнал, тот же самый человек, просто пока он продлил этот путь до этой точки, до, в общем, области, да, до него, получается, то видоизменился мир, и видоизменение мира создали этот образ человека. То есть получается, что всегда можно понять, почему человек имеет тот или иной облик. Например, вот родился человек, есть структура мира. Понятно, какой облик будет иметь следующий человек, который родится следующим. Потому что вот этот уровень света, который идет по всему миру, по образу, да, и подобию Божьему, он создает конкретный образ, конкретный путь развития этого человека. И постепенно мы можем все более четко видеть, например, как вообще люди в своем представлении, понимании воспринимают Бога. То есть, получается, люди совершенно четко видят Бога физически, то есть физическим зрением, и воспринимают одинаково совершенно. Мысль и физическое зрение — это одинаково. Когда количество людей бесконечно. Потому что чем больше форма увеличивается у каждого следующего, кто рождается, тем больше форма соответствует тому, что она приближается к форме Бога, да, получается. Просто логически. И получается, чем больше таких людей, тем больше мы это видим и понимаем. Но ведь мы вкладываем духовный смысл, не только физический. А значит, физические люди все равно будут оставаться разными. А получается, что здесь идеальная форма, когда все люди понимают, что их бесконечное количество. Вот тогда они духовно воспринимают Бога сразу, и идут совершенно прямые системы передачи. Как они могут воспринимать, что их бесконечное количество? Все время мир растет, увеличивается. Они должны быть точно уверены, что они бесконечно развиваются. Вот и все. Тогда на уровне сознания они знают, что их бесконечное количество. Значит, получается, уровень развития, вот этот локальный, что ли, динамический уровень, динамичный уровень, когда человек абсолютно уверен точно, что он развивается вечно, и ничего не помешает ему. Это и есть вот этот уровень прямого видения Бога. Это то, что он берет информацию прямо от Бога человека. И вот когда мы вот этот уровень видим, то есть уровень бесконечности, который как бы создан практически людьми, то есть уровень значит, воссозданной или там вновь созданной или там развитой бесконечности, это есть уже уровень достаточно, в общем-то, такого динамичного управления, очень четкого, конкретного, вот, ну, скажем так, прочного управления даже такими быстрыми, какими-то в динамике проявляющимися связями. То есть здесь надо видеть, что управляющий свет, например, это есть действие человека, то есть физическое действие человека. Например, он может человек провести рукой, и свет управления за какими-то подвижными системами, этот свет, он практически такой, что, например, там продолжение руки в действии, у Бога, например, продолжение действия — это есть весь мир всегда.
как вот считать Бог, что Он делает, например, в своем действии? Все, что Он делает, это есть весь мир. Если идти по аналогии, то вот действие вот этого света, идущего от кисти руки у человека, это есть все равно какая-то реакция мира, по аналогии с тем, как происходит у Бога. Значит, контролировать именно такие быстрые динамические задачи путем некого внешнего контроля, это прежде всего так настроено физическое тело, что все физическое тело организовывает именно вот эту динамику этого света, что ли, да? Что любое действие — это есть та динамика, которая заложена как бы внутрь физического тела, внутрь его как бы формы, да, развития. Получается, что когда форма идеальная, то есть именно бесконечное количество задач, и они решаются именно в структуре вечного развития, то мы получаем достаточно простую технологию, ну, которая, правда, требует там специального усилия, чтобы вот на первый уровень, что ли, воспринять управление, что простую технологию, именно которая помогает очень четко выявить отдаленные последствия не только там для вас лично, да, в какой-то экстремальной ситуации, но и для всех людей. То есть вы начинаете видеть, что когда для другого человека, например, ситуация в прогностике нормальная, да, то значит, естественно, ничего не произойдет отрицательного там, или резко отрицательного. То есть получается мнение хотя бы одного человека, в общем-то, ну, к тому, может, так скажем, приводит управление, что управление становится устойчивым. Для чего? Понятно, что Бог создал именно, ну, в виде человека, да? Так скажем, уровень устойчивого развития мира, и он, получается, мог создать только по своему подобию, с точки зрения логики вот этого уровня экстремального управления. Потому что в этом случае он мог посмотреть и увидеть, что тот человек спокойно там что-то делает, значит, все в порядке, да? Критерий диагностики с точки зрения того человека. Вот почему, в принципе, есть же такой уровень, что надо, ну, стараться относиться с точки зрения анализа ситуации, как есть так, ну, как бы уровень, что человек старается относиться как бы вот к нему, что ли, соотносили события, да, как к себе. То есть, потому что в этом случае вы видите структуру, как вообще один человек может помогать другому. То есть уровень конкретной технологии, где идет переход от желания, например, да, к уровню технологии. Есть там желание Бога создать какое-то управление. И получается, что данное управление, оно такое, что, значит, вот это вот управление, оно переходит именно в технологию где-то. То же самое, увидев, ну, как бы как себя, да, другого человека, вы между уровнем увидеть и сделать сразу получаете целую технологию, вот, достаточно большую. Часто это очень много технологий. И здесь, исходя из этого, вы какой-то конкретный путь выбираете и двигаетесь в уровень, чтобы не было какого-то экстремального действия. Да? То есть вот как работает вот эта мысль, которая как бы просчитывает, что ли, какую-то ситуацию. Если человек ясновидящий, например, ну, развил управляющее ясновидение для решения каких-то задач конкретных, то у него начинается уже обобщенный универсальный уровень. Из конкретных он начинает попадать в систему обобщенных систем, где практически, ну, мгновенно, так скажем, можно увидеть все последствия какого-то действия. И вот когда идут смены именно мгновенным уровнем, то есть это видно как вот именно совершенно такой быстрый уровень перебора в управлении, то получается, что когда мгновенная смена там происходит, да, во внешней реальности, а переход от души к духу или от души к телу тоже мгновенная система. Ведь там границ как таковой нет, это значит мгновенное действие. То человек становится синхронизирован к бесконечному миру, а значит он бесконечный, его ничего не может достать. То есть ничего в мире не может принести тогда ему какой-либо вред. Так же, как вот и делает Бог. Да? И применяя эту систему, это действие позволяет, в принципе, многие вопросы решить очень быстро, там, начиная
от целительства там, и дальше там, при управлении событиями. Вот как раз-таки за счет вот такого настроя на мир, что в мире нет ничего того, что приносит вред, а вот за счет этой сегодняшней лекции можно на такой уровень настроиться. На этом я сегодняшний семинар заканчиваю. Спасибо большое за внимание.